Егор, привет. Привет. Сегодня мы с тобой записываем осенний выпуск черно-белого подкаста. 25-й. 25-й, юбилейный, можно сказать. Приступим. Более 10 российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux. Да, новость нашумевшая последних дней. Мы ее обсуждали буквально пару дней назад на нашем пятничном эфире онлайн. И я там сформулировал свою мысль так. То, что сделала команда Linux, понятно. Это не является для нас неожиданностью. Но то, когда это было сделано, о многом говорит. 2,5 года уже так или иначе имеются санкции, о которых мы все знаем. Все эти 2,5 года команде Linux было все окей. Российские контрибьюторы писали код, изменяли, работали в единой команде. Эти люди были в компаниях, которые под санкциями, которые не под санкциями. Это были российские граждане так или иначе. И тут вдруг за 2 недели до выборов американского президента проснулась эта команда и решила исключить 10 российских разработчиков. И Линус Торвальдс, наш любимец, которого мы очень уважаем, я лично. У меня даже на работе висит его портрет над рабочим столом. И он туда же вписался. И не просто вписался, а с политическим мнением своим. Он сказал, что он финн, мол, и для него российская агрессия — это не пустой звук. Он не может стоять в стороне, он должен тоже быть причастен к противоположной стороне, которая борется. Все это говорит лишь о том, что это не мнение Линуса, и это не мнение команды, которая разрабатывает Linux. Если бы это было их мнение, если бы была у них такая политическая позиция, она была бы высказана еще 2 года назад. Но раз они 2 года молчали и высказали это сейчас, значит, кто-то к ним пришел, и кто-то эту мысль им в их мозги вложил. Даже не в мозги, возможно, а просто попросил их эту мысль высказать и сделать то, что они сделали. Вопрос: почему это происходит? Зачем это было сделано? Давайте немножко о конспирологии здесь. Я какую-то версию выскажу, посмотрим, насколько она близка к правде. Мы не знаем точно, почему это сделано. Возможно, это разогрев IT-общественности перед выборами президента. Возможно, это те, кто стоит за Linux Foundation, решили кому-то, показать свою лояльность тем силам, которые стоят за общим санкционным давлением. А я думаю, что, возможно, есть и третья причина, или какая-то энная причина. Мне кажется, точнее, у меня есть кое-какая информация о том, что крупная китайская компания айтишная разрабатывает свое альтернативное ядро операционной системы. Причем на языке Rust. И это ядро очень похоже будет на ядро Linux. Оно фактически является копией ядра Linux, но написанное с нуля и написанное на другом языке программирования. И, возможно, те, кто находится в разработке основного ядра Linux, они понимают эту всю нарастающую угрозу появления такого конкурента, появления такого конкурентного продукта. И понимают, что те люди, которые находятся внутри разработки Linux ядра, и которые, возможно, как-то могут или повредить, или навредить, или, может быть, наоборот, узнать какие-то секреты, хотя это, конечно, open source, но тем не менее, их нужно исключить, этих людей. Таким образом, немного отстранив конкурента потенциального, который однозначно появится на рынке со своим собственным решением, и с ним как-то дистанцироваться, начать дистанцироваться. Возможно, это первый шаг, возможно, следующим шагом будет какая-то, не знаю, там, может быть, полузакрывание ядра Linux, может быть, переход в какой-то там не полный open source, а какой-нибудь гибридный open source. Но вот мне кажется, это оттуда ноги растут. Они боятся появления конкурента. Не просто боятся, а знают, что конкурент появится, что время приходит, и рано или поздно такое альтернативное ядро появится на рынке. Возможно, оно может быть, даже будет лучше, поскольку написано на Rust. Ну, изначально, конечно, оно будет хуже на старте, но дайте ему 3-5 лет, и мы получим альтернативное ядро операционной системы, с которым будет, может быть, работать вся остальная обвязка, которую не нужно будет переписывать. Это будет такое же ядро по интерфейсам, но внутри оно будет написано по-другому. И по моим таким отрывочным сведениям, вроде бы такая разработка ведется. И вот ребята из Linux боятся и хотят как-то навредить, помешать, приостановить, предотвратить, что-то в этом духе. Компания JetBrains начала блокировать оплаченные лицензии пользователей, находящихся на территории РФ. Опять же,
тоже санкционное давление. Можно опять это списать на некие законы, которые заставляют JetBrains и аналогичные, похожие айтишные компании запрещать пользоваться россиянам, их продуктами. Но мне кажется, это дело не в этом. Почему я так думаю? Потому что многие другие айтишные компании не испытывают никаких проблем с тем, что их продукты пользуются спросом среди граждан Российской Федерации и на территории Российской Федерации. Например, Gmail. Gmail пользуются без всяких проблем граждане Российской Федерации в миллионных копиях и миллионными, сказать, миллионными случаями использования. Никаких проблем с этим не возникает. Мобильная связь. У меня есть мобильный телефон американской компании Verizon. Я когда был в Америке, купил себе мобильную карточку, прилетел в Москву, я эту сим-карту вставляю в свой мобильный телефон, и у меня есть связь. Включается МТС, я могу звонить, будучи фактически в командировке с американским номером телефона. Это значит, что у МТС и Verizon, и всех остальных операторов мировых заключено какое-то соглашение общее о глобальном роуминге. И никаких проблем с санкциями не возникает. Айтишный продукт, мобильная связь, куда более важный, куда более стратегически серьезный для безопасности страны, для нарушения санкций. И тем не менее никто никого не ограничивает, не заставляет прекращать работу, например, мобильной связи на территории Российской Федерации. Почему? Видимо, потому что это не мешает никому. Видимо, санкции эти компании не касаются. То есть JetBrains, а в e-mail, который JetBrains рассылает пользователям, ну, судя по интернет-историям, написано: мы следуем европейским regulations, европейским санкциям, и поэтому мы закрываем, значит, доступ, потому что вы находитесь на территории Российской Федерации. Значит, они обманывают или передергивают. Они, да, имеют какие-то санкции, но эти санкции не настолько жесткие, чтобы они прям вот завтра прекратили действие лицензии, которую уже оплатил человек. А там именно это происходит. Человек оплатил лицензию на год, ему через несколько месяцев закрыли доступ к этим продуктам. Чего хочет добиться компания JetBrains такими действиями? Она не закон хочет соблюсти, она хочет чего-то другого. Видимо, она хочет добиться того, чтобы программисты хотели уезжать из страны, из Российской Федерации. Вот программист купил себе лицензию, ему написали письмо, что вы, мол, там находитесь, поэтому вашим любимым продуктом пользоваться вы не будете. Что делает программист? Он начинает думать в сторону переезда. Это, пожалуй, единственное, чего можно добиться такими действиями. То есть JetBrains хочет, чтобы айтишники Российской Федерации уехали из России. Как именно можно остановить войну, если айтишники будут уезжать? Айтишники имеют бронь от мобилизации. Айтишники не воюют на фронте. Уменьшить их количество внутри страны никак не поможет остановке войны. Если бы они каким-то образом спровоцировали уезд мужчин призывного возраста, не айтишников, то, наверное, можно было бы понять эту логику, для чего это делается. Но зачем, чтобы айтишник уехал? Как этим можно остановить войну? Они, я так понимаю, для этого это делают. Санкции, они связаны с войной. Никак. Такой прямой связи я не вижу. Каким образом айтишник, уехавший из страны, помешает обычным солдатам воевать, делать ту задачу, которую они решать те задачи военные, которые они решали. Поэтому на вопрос, опять же, зачем все-таки айтишники, чтобы уезжали, у меня ответ только один. Это идет борьба за или против, ну, скорее всего, за интеллектуальный ресурс страны. Они хотят интеллектуальный ресурс, чтобы Россия его лишилась, а западные страны этот интеллектуальный ресурс приобрели. Но это, опять же, никак не связано с действиями Российской Федерации на внешней арене. Это прямая просто атака на мозги внутри страны. Одна страна атакует другую страну через действия JetBrains. Мы сейчас не осуждаем и не занимаем никакую сторону, я, по крайней мере. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что происходит. Нам можно только пытаться этому сопротивляться. Ну как, это отдельная история. О ней мы поговорим как-то в другой раз. Старший вице-президент Ростелекома рассказал, что россияне могут лишиться доступа к Google-сервисам. Ну да, новость тоже интересная. Он сказал, что он не знает, кто именно заблокирует эти сервисы. А речь идет о Google Store, возможно, и Gmail. Это
центральные сервисы, которыми я в том числе пользуюсь. И, конечно, будет крайне обидно, если мы потеряем доступ к ним. Но он не говорит, кто заблокирует. Он не говорит, блокировка будет со стороны Роскомнадзора, либо это будет блокировка из-за границы. Кто именно? Ну, это, видимо, что-то неизбежное, что нас ждет. И, возможно, он... я думаю, что он прав, и мы в итоге придем к чему-то такому. Но мы это обсуждали уже много раз, эти все блокировки. Я говорил о том, что мне это кажется неправильной стратегией ни со стороны Америки и западных стран, ни со стороны Российской Федерации. Я думаю, что мы таким образом бьем по самому... Вернее, не так. Мы пытаемся защитить от лживой или провокационной или ненадежной информации самые низкоинтеллектуальные слои населения. Только самый необразованный и самый неразвитый гражданин, например, Российской Федерации, не сможет обойти блокировки каких-то сервисов и не получить доступ к той информации, от которой мы пытаемся закрыть его нежные уши. Нельзя так не уважать свой народ. Но мы доберемся, мы до информации. Нас не закрыть железным занавесом в 2024 году, когда к интернету подключены даже уже холодильники. Невозможно будет эту блокировку осуществить. То есть это будет возможно, но только для тех людей, которые абсолютно безграмотные. Вот у них действительно кнопка перестанет нажиматься на телефоне, и он скажет, значит, Америки больше не существует. Значит, про Америку я буду узнавать только из Первого канала, которого я смотрю по телевизору. Такие люди есть, да, но ориентироваться на них и строить государственную политику, исходя из их модели поведения, мне кажется, это неуважительно к остальному населению, которое, в общем-то, мне кажется, все-таки важнее для государства, чем вот те, кто такие малообразованные и безграмотные. Но, тем не менее, возникает вопрос, а что же делать? Вот какой бы совет я дал, не совет, но как бы я действовал, если государство действительно находится в состоянии информационной войны. Я бы вместо того, чтобы блокировать этого человека, и так неуважительно блокировать, предполагая, что он просто баран, который ничего не понимает, не может, и просто одной кнопкой мы его остановим, я бы лучше поменьше бы блокировал, а побольше бы следил за тем, что делает человек, что делает гражданин внутри страны. Вот вместо того, чтобы блокировать какой-то Discord, например, как они заблокировали, вместо того, чтобы блокировать LinkedIn, блокировать эту мету, террористическую, экстремистскую организацию, вы бы лучше посмотрели, кто ходит в эту мету, кто пользуется этим Дискордом, кто что говорит в этих социальных сетях. Настройте системы мониторинга, настройте системы шпионажа, настройте системы наблюдения и смотрите, кто эти люди. И когда вы видите какие-то очаги антиправительственных каких-то убеждений, устремлений, работайте с этими очагами. Встречайтесь с этими людьми, образовывайте их, слушайте их, давайте им какую-то площадку, выслушивайте их какие-то антиправительственные настроения, коммуницируйте с ними. Это куда сложнее технически, да, чем просто нажать кнопку и сказать, у нас государство на 90% состоит из дураков, поэтому мы этих дураков одним тумблером выключим, и они пойдут смотреть Первый канал. Конечно, сложнее мониторить за их деятельность. Но я бы шел по этому пути. И в итоге государство, оно бы стало... я бы, как член государства, я бы с большим удовольствием платил бы налоги, понимая, что люди заняты важным делом. Они действительно находят очаги сопротивления или очаги недовольства и разбираются с тем, что там происходит. Какие-то очаги можно подавлять, пускай даже насильственным путем, а какие-то очаги, наоборот, нужно с ними работать и людей, их мозги переформатировать. Показывать им то, чего они не видели раньше. То есть более тонкая нужна какая-то работа, потому что воспринимать всю толпу измерять всю толпу по ее самому глупому, самому слабому элементу, это неуважительно по отношению к нам. WordPress.org запретила WP Engine бесплатный доступ к своим серверам. Да, интересная такая ситуация на рынке. Она сама по себе мало нам ценна, потому что это какая-то такая стычка между одной коммерческой структурой и другой коммерческой структурой в Америке. Но тенденция интересная.
Небольшой бэкграунд. WordPress – это система для построения веб-сайтов. Причем такая достаточно мусорная система, ей уже миллион лет, она старая. И я когда-то ею пользовался, она чем-то напоминает Microsoft Windows. Она такая же кривая, такая же косая, но популярная. Популярная во многом еще и потому, что вложили в нее какие-то там триллионы, миллиарды, и рынок просто купили. Купили рынок бестолковых веб-дизайнеров, которые не способны сделать что-то более сложное, они не понимают ни в каком программировании, они хотят одну кнопку нажать и получить веб-сайт, на который они смогут вставлять свой контент. И вот они, эти блогеры, микромагазинчики, какие-то там магазины, даже магазинчики, наверное, это неправильно в данном случае, это даже не магазины, я давно ею пользовался, возможно, там и магазины можно делать. То есть система такая несложного построения сайтов. И вот она open source. Она была open source, она была открытая, каждый может ее скачать и бесплатно запустить и использовать. И есть компания WordPress Incorporated или как-то так, которая многомиллиардная компания, и она зарабатывает на дополнительных сервисах вокруг этого open source продукта. А open source продукт пишут девелоперы, он открытый, и в него коммитят, контрибьютят свободный народ по всему интернету. И есть другая компания, которая берет этот продукт, размещает на своих серверах и берет плату с людей за использование этого продукта. То есть, получается, одна группа людей бесплатно создала какой-то продукт, а другая группа людей берет этот продукт и хостит его, и за это берет деньги. И вот первая группа ко второй группе имеет претензии. Как же так? Вы нам платите за это. Они, по-моему, даже ничего не платят или как-то там мало. В общем, мы вам даем for free, а вы на этом зарабатываете. И нам как бы неприятно. Ну и интернет-народ встрепенулся, всполошился. Как же так? Это же open source. Нельзя давить open source. Если вы запретите им использовать открытое решение, то, может быть, за вами пойдут другие. Допустим, Linux тот же. Linux ядро, его разрабатывают все бесплатно. А есть масса хостеров, которые берут этот Linux, хостят на сервере и дальше с вас берут деньги. Пойдите к любому хостеру и купите у него dedicated сервер, заплатите за него $10 в месяц. Из этих $10 ни одной копейки Linus Torvalds не получит. Хотя сам продукт, само то, что вы покупаете, было создано именно контрибьюторами в Linux, ну и в том числе Torvalds. Правильно ли это? Вот вопрос. Так ли должно быть? Ну, я склоняюсь к позиции, что да, так и должно быть. Что open source по своей задумке, он должен быть таким, который именно так выглядит. Но нельзя просто это сказать и расслабиться, потому что дальше таких случаев будет больше и больше. И у людей возникает все больше и больше некомфорта от такой деятельности. Я полжизни потратил на создание этого WordPress, я вам прислал десятки тысяч строк кода, а заработал я с этого 0. Ну а компания какая-то WP Engine заработала на этом миллионы или миллиарды. Программист чувствует себя некомфортно в этой конфигурации. Что можно с этим сделать? Я думаю, что должна в ближайшем будущем появиться, или она, может быть, уже появляется, какая-то модель компенсации труда программистов в open source проектах. И вот эти вот спонсоршипы, которые на GitHub существуют, это слабая модель, мне кажется. Через нее какие-то копейки можно передавать от человека к человеку, и они совершенно не равны тем миллионам, которые получают компании. Должна быть какая-то модель другая, и, конечно, это не нам ее создавать, это будет делать GitHub, это будет делать Microsoft, может быть, где open sourcer сможет получать приблизительно такую же зарплату, как если бы он работал где-то full-time на постоянном, и, может быть, даже большую, если тот продукт, который он разрабатывает, получает миллионы, миллиарды инвестиций. Я не знаю, что это за модель, но понимаю проблему. Понимаю, что эта проблема будет усугубляться в будущем. Все больше будет такой критики на эту ситуацию, и программисты будут возмущаться. К нашему любимому Илону Маску. Он построил в американском Мемфисе огромный дата-центр для своего суперкомпьютера. Дата-центр — это здорово. Я не понимаю, что будет в этом дата-центре, и, наверное, пока никто не понимает, но, судя по новостям, это будет какая-то еще одна большая модель, обученная большим количеством данных. Она будет способна выполнять какие-то суперзадачи. Это все здорово. Здесь Илон Маск, я думаю,
ничего фундаментально нового не происходит. Меня интересует другой вопрос. А какое вообще стратегически возможное или важное применение этого искусственного интеллекта мы можем увидеть в ближайшие 5, 10, 20 лет? Вот что он может такого делать, что помимо редактирования наших текстов и помимо работы, и помимо замены Гугла. Сейчас этот чат GPT – это фактически альтернатива Гуглу, который во многих ситуациях мне помогает больше, чем Google. Что еще с ним делать, я не понимаю. Рисование картинок, которые он умеет делать, пока есть хайп, мы эти картинки рисуем. Но хайп пройдет, и вместо того, чтобы в Гугле находить картинку для своей презентации, как я это делал 20 лет подряд, я буду просить условно какой-нибудь Кандинский или чат GPT нарисовать мне эту картинку. Что фундаментально изменится в этом сценарии использования, я не представляю. Я думаю, если фантазировать, то я такой вот один сценарий могу предложить, который мне кажется интересным, который может действительно изменить нашу реальность. Представьте себе, что мы возьмем какого-то человека и, например, умершего, например, какую-то историческую личность или просто родственника, и соберем все тексты, которые этот человек так или иначе написал за свою жизнь. Причем включая телеграм-переписку этого человека с кем-то еще, включая его телефонные разговоры с курьером, с доставщиком пиццы, со службой химчистки. Добавим туда все тексты, которые он опубликовал где угодно. Пусть это будут письма в Gmail, пусть это будут статьи, если он что-то писал. Я, например, за свою жизнь написал 5 сотен статей, 5 книжек. Это все вместе большой объем текста. И весь этот текст и все эти переписки можно сгрузить в одну большую модель и обучить ее, чтобы она сообразила, каков был я или каков я есть. И затем, если туда еще добавить видеоролики со мной, например, этот видеоролик в том числе, то она вполне себе может стать цифровым дубликатом меня. Она будет так же разговаривать, как я, она будет так же мыслить, как я, она будет говорить такие же слова, она будет делать такие же выводы, как я делал. Она станет продолжением меня. И если меня уже нет, например, или какого-то важного исторического лица уже нет, то мы можем поговорить с ним, мы можем с ним продолжить коммуникации, мы можем с ним по-прежнему использовать его как собеседника, как, может быть, участника процесса, как, может быть, инженера, как, может быть, архитектора какого-то проекта. То есть можно будет дублировать специалистов, например. Ты сейчас цитируешь Пелевина? Пелевин немного не так предлагал. Пелевин предлагает оставить, как я понимаю, мозги в банке и к этим мозгам, биосубстанциям, подключить провода и дальше подавать к ним картинки окружающего пространства, такие, как им нравится. А я думаю, что биологическая жизнь станет не так важна для нас. Сейчас для того, чтобы вам условно в компании иметь умного архитектора, который будет рассказывать, как правильно сделать дизайн системы, вам нужен физический объект, вам нужно тело этого архитектора, который будет с вами созваниваться, прилетать к вам, сидеть у вас в офисе, слушать вас. А представьте себе, что мы сделаем клон архитектора, который вполне себе вас устроит и который стоит $500 в час. Но его можно будет купить за $5 в час. И он будет точно так же сидеть с вами на совещаниях, он точно так же будет в зуме на созвоне с вами, это будет лицо, физиономия, он будет разговаривать. И говорить он будет те вещи, которые бы сказал живой архитектор, такой настоящий, в ответ на все ваши вопросы. И вы, получается, сможете небольшой командой из 2-3 человек создать реально команду из 20 человек, в которой будет умный DevOps, умный архитектор, умный дизайн по интерфейсам, умный тестировщик, умный HR, который умеет нанимать людей. То есть эти люди, они станут виртуальными, искусственными, созданными из живых реальных персонажей. Вот это, я думаю, интересная перспектива. То есть ты сейчас Илону Маску подкидываешь идею? Я подбросил идею, да, для Илона Маска. SpaceX впервые поймала первую ступень ракеты Starship. Если это не
видео из Голливуда, как некоторые пишут, но это уж совсем конспирологи, мы туда идти не будем. Но представим себе, что это действительно ракета, и она действительно вернулась на базу в таком вот интересном режиме как бы обратного полета. Все это выглядит, конечно, очень футуристично. Это здорово, они молодцы, однозначно им ставим за это 5. Но покритикуем, поскольку наш подкаст, он в основном про критику. Вопрос, какой практический смысл опять в этих действиях? Зачем нам летать на Луну, летать на Марс? Зачем нам отправлять корабли так высоко? Есть, безусловно, в этом практический смысл. Они спутники какие-то выводят на орбиту. Это, безусловно, имеет место. Но я думаю, что и присутствует еще один элемент. Помимо, я, может быть, не прав насчет того, что практического смысла нет. Он есть, но я вижу здесь еще один компонент этого процесса. Я думаю, что это какая-то такая война, как бы гонка вооружений или попытка помериться техническими или технологическими способностями и арсеналом, который имеется у страны. У Америки он такой, и Илон Маск со своим SpaceX, в который вложены миллиарды государственных денег, он является он является той же командой, которая когда-то вроде бы отправляла астронавтов на Луну. Сейчас Илон Маск запускает корабли, они возвращаются, и весь мир видит величие Америки и американского доллара. И это вполне себе неплохо работает. В противовес этому есть Россия с Байконуром, есть Китай со своими полетами на Луну. Вот кто из них качественнее, кто из них лучше справиться с задачей, тот, наверное, тот больше и нравится миру, и в ту, наверное, валюту и больше верят люди. Я думаю, что это имеет вполне себе практически такой вот экономический смысл. Это промоушен своей страны с целью привлечения стратегических инвестиций. Гигачат попробует восстановить 2-й том «Мертвых душ». Да. Новость прикольная, она очень согласуется с тем, что я сказал до этого. Они берут некие мертвые души и дописывают хвостик к ней, используя голову, которая уже написана. А было бы прикольнее всего Гоголя восстановить. Увидеть Гоголя как писателя. И тогда он бы нам написал бы и «Мертвые души», и 2-й том, и 3-й, и еще книги. Мы бы могли получить от него практически все то, что получали от живого Гоголя. То есть гигачат идет в правильном направлении, просто нужно восстанавливать не произведение, а автора. Пытаться сделать виртуальную модель человека, который бы действовал, как он действовал, будучи живым. И представьте, как много мы могли бы восстановить. Это были бы писатели, это были бы, главное, ученые и инженеры. Вот кто нам больше нужен. Писатели не так важно, потому что новые писатели напишут еще. Это будет даже интереснее, чем прошлое, потому что писатель — это творчество. Лучше смотреть живого писателя. Пусть он пишет, идет вперед. А вот инженеры, которые когда-то умели принимать правильные технические решения. И даже живые инженеры, которые умеют принимать их сейчас, но мы не можем их склонировать, не можем их иметь 20 одновременно одинаковых инженеров. Это было бы супер здорово, если бы такая технология... Не если бы, она появится. Вопрос просто, кто это сделает. Компания ВК сокращает персонал на основании перформанс-ревью. Да, нужно оговориться, сделать ремарку, что эта новость, она к нам попала не из официальных источников. Это есть некий блог, на котором обсуждают некие программисты. То, что, как им кажется, ВК увольняет сотрудников в последнее время более интенсивно, чем раньше. И это связано с тем, что они делают перформанс-ревью теперь не раз в год, а раз в полгода. И на этих ревью определяют, что сотрудник не подходит для компании, его удаляют. Какой кошмар! Как же нам жить, программистам, как это нам все терпеть? Я думаю, что в моем понимании то, что компания увольняет людей, это совершенно нормально, правильно, и так должно быть. Компания должна набирать людей, она их должна увольнять. Мы, как программисты, не должны воспринимать компанию как школу, как больницу, как институт, как какое-то социальное учреждение, которое нам что-то должно, в которое мы попадаем, и дальше нас должны кормить, должны обслуживать, должны давать хлеб и кров. Это совершенно не так. Компания нас использует как ресурсы для производства какого-то продукта, для производства каких-то товаров и услуг. И мы должны отрабатывать
то, что должны отрабатывать. Вопрос в том, на что обращает внимание компания, когда она оценивает сотрудника. И вот этих вопросов я, к сожалению, на этих блогах не увидел. Как будто бы сотрудникам все равно. Они не спорят с тем, что нас неправильно оценили, что не те метрики использовали, не по тем характеристикам увольняют людей. А они просто возмущены тем, что их увольняют. Просто есть факт увольнения, и их это возмущает. Почему нас уволили? Ну, мне кажется, что программисты просто зажрались, и это выглядит крайне комично для меня. Вот эти блоги в формате «ай-яй-яй, ребята нас увольняют». Давайте срочно об этом писать, разговаривать, раздувать на эту тему пожар и обвинять ВК в том, что они пытаются их репутацию каким-то образом навредить ей, потому что они позволили себе уволить людей на основании ревью. А на основании чего вас увольнять? По выходу на пенсию? Но должен быть какой-то механизм сокращения персонала, того персонала, который, как говорят на английском, bad blood. То есть этот персонал, который должен уйти. Есть же ленивые, есть бездельники, есть бездарности, есть саботажники, есть токсичные люди, есть просто безграмотные, некомпетентные. Этим всем тоже нужно платить зарплату. Эти все люди тоже должны остаться в компании и работать, несмотря на то, что, да, мы их наняли год назад или 2 года назад. Да, у нас были ошибки при найме. Да, мы на стартовых интервью не разобрались, кто к нам пришел. Так что нам теперь, держать вас, пока вы на пенсию не выйдете? Хотим мы вас уволить. Вопрос просто, кого мы увольняем? Давайте об этом говорить. Кто эти критерии написал? Кто эти метрики придумал? Достаточно ли они эффективны? Об этом ни слова, потому что программисты не знают этих метрик, менеджмент им не сообщает об этих метриках. Они просто привыкли, что никто их никак объективно не оценивает. Их всегда оценивают субъективно. Всегда это вопрос, нравлюсь я начальнику или не нравлюсь. Теплые у меня отношения с боссом, или они у меня и с коллективом, или у меня натянутые отношения. Зовут ли меня на все тимбилдинги, или меня на последний тимбилдинг не позвали, значит будет увольнение. Вот пока ситуация на рынке такая, и это, конечно, обескураживает. Но не увольнение. Увольнение – это прекрасный процесс, который должен быть. Это замена старой крови на новую. Это прекрасно. Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram. Да, очень классная технология, мне понравилась. Я поиграл в этот Doom, действительно он работает. Вы просто в Телеграме нажимаете, попадаете в этот чат, в этот бот точнее, нажимаете play и играете в Doom. Кратко почитал, как это работает. Это на JavaScript написана игра. Я так понимаю, что внутри Telegram приложения есть JavaScript виртуальная машина, которая запускает эту игрушку, и мы там в ней играем. И, видимо, этого будет больше, я так думаю, и это выглядит как интересный тренд. Имея мессенджер типа Телеграма, может быть, это будут какие-то еще мессенджеры, в этом мессенджере иметь все, что нужно, в том числе магазины, Яндекс.Лавка, в том числе Яндекс.Такси, в том числе кинотеатр, в том числе ОККО и так далее. Все внутри одного приложения. Раньше у нас были приложения на компьютере. Потом у нас появился браузер, и у нас появились приложения в браузере. Потом у нас появились мобильные приложения. И вот кажется, что появляется какая-то 4-я технология, 4-я платформа, где будут жить наши приложения, а значит жить пользователи. И это здорово, это прикольно. И я в связи с этим подумал, опять конспирология, но тем не менее, а не связан ли как-то этот контакт с Павлом Дуровым, который имел место во Франции не так давно, с именно началом развития этой технологии на платформе Telegram. Ведь это же получается конкурент Apple прямой, конкурент Google Store, конкурент Android точнее. У нас есть iPhone, у нас есть Android, и у нас появляется Telegram, который забирает пользователей и у Android, и у Apple. И получается, что пользователи теперь не мобильным приложением пользуются, разными мобильными приложениями, оставаясь в среде iOS, а уходят в Telegram. И получается, Telegram — это замена всей экосистемы Apple, всей экосистемы Android. А еще у них там внутри своя валюта, и получается, что теперь платежи можно не проводить через Apple. А теперь в этом Телеграме можно еще и, например, музыкальный магазин открыть и начать там продавать музыку, которая является основным, насколько я знаю, доходом для Apple. Продажи музыкального контента, вот эту аренду, продажи контента. То получается, Telegram может на себя забрать огромную долю
рынка или, может быть, вообще целиком рынок. И, может быть, эти контакты с Дуровым нам только показывали внешне, что это там связано с какой-то security, какими-то паролями. А может быть, речь идет именно о дележе рынка мобильных пользователей и вообще пользователей. И вот эта попытка выйти на этот рынок с таким решением, которое было буквально год назад заимплементировано Telegram-платформой, может быть, это и хотят остановить. Такая вот у меня конспирологическая версия. По традиции с 7 по 14 октября были объявлены лауреаты Нобелевских премий. Каждый год они выдают Нобелевские премии, и каждый год мы вздрагиваем, когда это происходит, потому что мы видим там кого-то, мы кого-то там не видим, мы задаемся вопросом, как туда попасть и почему туда попадают люди, и как это, кто это все принимает решение. Все более и более выглядит это грустно. Особенно в этом году премия по экономике, где авторы книги «Why Nations Fail», «Почему нации страдают», или как-то так ее можно перевести. Книга, на мой взгляд, крайне пропагандистическая, и в ней науки, как мне кажется, не так много, зато очень много субъективных не просто суждений авторов, а утверждений авторов о том, как устроен мир и почему он так устроен. И эти все утверждения, они все в одну сторону, в сторону стандартной либеральной пропаганды, пропаганды ценностей лишь одного крыла, лишь одной части всеобщего мирового человеческого капитала. В общем, пропагандируют капитализм, западные ценности и утверждают, что если у вас капитализм, ваша страна будет процветать. Если у вас социализм, какой-нибудь коммунизм, какой-нибудь там китайский формат, какой-нибудь, может быть, мексиканский формат, или если вы индейцы, или если вы чукчи, то вас всех в итоге истребят, и у вас установят правильные капиталистические ценности, вам принесут конституцию, и у вас все наладится. И вот под эту формулу подкладывают, понятно, что книга кому-то пришлась по вкусу, но она пришлась по вкусу только части населения этой планеты. А вторую часть как будто бы не учитывают. Ни писатели этой книги, ни авторы Нобелевского, точнее, ни члены Нобелевского комитета, которые выдают премию. У меня вопрос, почему до сих пор за 100 лет, даже больше, 130 лет, по-моему, существования этого Нобелевского фонда не было создано ничего подобного аналогичного в тех местах, которые находятся в оппозиции к западной культуре, к западной идеологии. Россия, это тот же Китай, это те же страны Латинской Америки. Общий капитал Нобелевского фонда, вот прочитал буквально недавно, это $600 миллионов. У них всего $600 миллионов, которые им оставил этот Альфред Нобель. И они каждый год получают дивиденды на этот капитал, какие-то проценты, в каком-то, видимо, банке находится у них этот капитал. Им банк выплачивает проценты, они получают порядка 4-5 миллионов ежегодно процентов, это не так много, там может быть 1, может быть, даже меньше процентов. И этот 1% дивидендов они делят на 4 или 5 частей, 5, по-моему, частей. И каждая часть в текущий момент это $1.1 миллион. Дальше они этот 1,1 миллион долларов делят между лауреатами в каждой категории. Вот у них по экономике получило 3 человека эту Нобелевскую премию, значит они 1 100 000 разделили на 3 части и по 400 тысяч выдали каждому участнику. Вопрос, неужели, например, у России нет 500 или 600 миллионов долларов, которые можно было бы положить в Сбербанк и получать от них эти проценты и делать ровно то же самое, ровно в таком же формате? И выдавать премии за борьбу за дело мира только в нашем понимании мира. За физику, за математику, за химию, за айтишные науки, за что угодно. И была бы альтернатива. Но мы не делаем почему-то эту альтернативу, она не существует. И больше вопрос у меня, а почему за все эти 100 лет ни один богатый какой-нибудь человек не учредил такой же фонд? Неужели никто не догадался? Неужели Альфред Нобель или Альберт Нобель, неужели он был единственный, кому пришла в голову такая мысль? Вот я увековечу свое имя, положу эти $500 миллиона, и в следующие 100-200 лет человечество будет с моим именем на устах праздновать победу науки в тех или иных областях. А как же Уоррен Баффет, Билл Гейтс, все богатые люди, которых масса на земле, у них есть $500 миллиона, почему этого не было сделано? Может быть, нельзя? Может быть, не разрешают им? Может быть, такую активность не поддержат
те, кто не поддержит, в общем. Я не понимаю, как это устроено, почему такая монополия на науку, монополия на науку фактически. Потому что каждый ученый, такой серьезный ученый, он так или иначе стремится к Нобелевской премии. Он не стремится к премии имени, я не знаю, Рамзана Кадырова, например, которая была бы такая же по размеру. Он не стремится к премии какого-нибудь Уоррена Баффета, он стремится к премии этого Нобеля. Так давайте создадим свою премию с теми же цифрами, с теми же деньгами. Это совершенно для государства не проблема. И вот вам появится альтернатива. И уже ученые начнут разворачиваться в сторону российской премии, которая может быть и деньгами крупнее, и репутационно выше станет через время. Вот это способ борьбы. Но почему-то этого не происходит. А это, мне кажется, было бы здорово. Вот такая однобокость, она меня озадачивает и огорчает. Есть над чем подумать. Китайские ученые взломали несколько алгоритмов шифрования, используя квантовый компьютер. Новость интересная, потому что оказалось, что квантовые компьютеры находят свое применение. Мы обсуждали не раз главную проблему квантовых компьютеров, квантовых вычислений. Компьютеры есть, языки программирования для них есть, системы анализа кода для них есть, но нет задач, которые бы они могли решать. Вот одна из задач: давайте взломаем алгоритм шифрования. Какая практическая в этом ценность? Пока, я думаю, не так ее много, потому что взломают этот алгоритм. Что такое взломают? Они просто, как я это понимаю, задача взлома алгоритма шифрования — это подобрать ключ, который был использован для зашифровки какого-то сообщения. Но его подбирать долго, или не бесконечно долго, а достаточно долго, так, чтобы обычные компьютеры не справились. Но квантовый компьютер, он же фактически генератор случайных чисел, и он на большой скорости, на очень большой скорости генерирует очень большое количество случайных чисел. И генерируя их, смотрит, получается ли расшифровать или нет. То есть фактически он генерирует ключи и смотрит, какой из этих ключей в итоге подойдет. Если делать это очень быстро, то мы в итоге какой-то из ключей подберем. Это примитивное объяснение того, что эти ученые сделали. Там, конечно, много своих деталей. Подберут они ключ под этот алгоритм. Они, судя по новостям, они подобрали под алгоритм, в котором 128 бит, по-моему, так. 256 бит, там задача сложнее, поскольку все это становится значительно сложнее, значительно крупнее задача. Но мы увеличим наши эти биты до 512, увеличим до 2000 и так далее. Я не думаю, что это нам важен именно этот алгоритм. Нам интересно то, что квантовые компьютеры продолжают существовать, и к ним пытаются находить, и для них пытаются находить применение. Я бы рекомендовал в эту сторону смотреть тем, кто начинает свою карьеру в IT. Квантовые компьютеры, мне кажется, это будет что-то интересное через, может быть, 5 лет, через 10 лет будет какой-то прорыв. Я недавно читал новость о том, что создали какой-то прототип или экспериментальный образец квантового компьютера, который уже работает в комнатных условиях. Ему уже не нужна температура минус 273, он достаточно небольшого размера. То есть все это уже выходит из таких дорогостоящих лабораторий и попадает к нам в руки. Дайте еще 5 лет, и, возможно, кто-то из наших слушателей станет первым программистом, который создаст что-то полезное на квантовом компьютере. HBO в новом документальном фильме уверяет, что создателем биткоин является канадский разработчик Питер Тодд. Да, я фильм не смотрел и не буду смотреть. Я думаю, что это 128-я спекуляция на теме, кто создал биткоин, и вообще на теме биткоина. Это не Питер Тодд, видимо, потому что он сам отказался от того, чтобы называться этим Сатоши Накамото. А кто это, мы не знаем. Один ли это человек или это группа людей, сложно сказать. И вопрос в том, нужно ли нам это знать, нужно ли разбираться в этом. Я думаю, что это просто очередная спекуляция на популярной теме. Тут стоит, наверное, только спросить, для чего это делается. Либо они пытаются денег заработать на этой тематике, либо они хотят немножко расшевелить комьюнити и, может быть, подлить масло в огонь цены на биткоин. Мы в наших этих выпусках черно-белых периодически к цене на биткоин возвращаемся. И я помню, в первых выпусках это было часто, и какую-то мы прогнозировали цену, и тогда она еще была цена около 10 тысяч, я помню, сейчас она уже под 70 тысяч.
И каждый раз мы говорили о том, что она будет, скорее всего, только расти. Скорее всего, она будет увеличиваться стратегически. И если не появится какой-то альтернативы крупной, а она может появиться, то, видимо, эта вся петрушка будет увеличиваться. Вся эта шумиха вокруг этой криптовалюты, и ее ценность будет расти. Мне кажется, что это нехорошо. Вот моя такая оценка. Мне кажется, что хаос, который стоит за биткоином и который управляется биткоином, который является гарантом его стоимости, это хаос. Там ничего больше за ним, как говорят, так сказать, адепты этой технологии, говорится так, что за биткоином и вообще за криптовалютами стоит только хаос, стоит только неорганизованное желание одних продать эту валюту и, опять же, неорганизованное желание какой-то другой массы, неорганизованной массы людей купить эту валюту. И вот на балансе этих двух желаний только так и формируется цена биткоина. То есть нет там никакого главного центрального банка, там нет никакой Набиуллиной, там нет никаких законодательных актов, там нет никаких ограничений. Просто 100 человек хочет купить, а 50 продать. Значит, цена будет расти. Все. Если эти цифры поменять местами, цена будет падать. Это не совсем так, мы это понимаем. Конечно же, мир не настолько масштабен, чтобы можно было действительно иметь случайные числа. Там, конечно же, люди сбиваются в некие группы, есть лидеры у этого рынка, есть главные майнеры, которых не так много на рынке, их буквально там до десятка основных майнеров этой биткоина, и всех остальных валют. То есть это не хаос. Но даже если бы это был хаос, то я был бы категорически против этой модели экономической. Но когда там не совсем хаос, как-то полегче. Но я за модель полного контроля над финансовыми инструментами. Когда государство или какие-то люди, понятные нам, с понятными именами, контролируют эти активы, контролируют эти денежные знаки. Потому что любой денежный знак – это фактически обещание кого-то, кому-то. Если у меня в руках условно 1000 рублей, то это обещание продавцов, суммарной группы продавцов, мне отдать какой-то товар, равный примерно такому товару, который я отдал им несколько лет или дней назад. То есть это вексель фактически, это обещание, которое я в какой-то момент сконвертирую в реальный товар или продукт. А может быть, буду долго хранить этот вексель и передам своим детям и, инвестирую в новый Нобелевский фонд. Если за этим обещанием не стоит никто, а только хаос, только просто люди эти могут в какой-то момент разбежаться, и никто мне не вернет то, что я ожидал, то у меня доверия к такой бумажке очень немного. Должен за этой бумажкой стоять, я считаю, какой-то оформленный персонаж. Пусть это будет государство, пусть это будет, Нобель, пусть это будет Ротшильд, пусть это будет Путин. Но кто-то, кому я мог бы доверять в какой-то степени. Но доверять хаосу, мне кажется, это... Во-первых, хаосом, и последнее, конечно, хаосом всегда найдется, кто будет управлять так, что мы этого управляющего видеть не будем. Так что наблюдаем за биткоином, понимаем, что это скам мирового уровня, такой большой многолетний обман нас всех. К чему он приведет, я прогнозирую и рост, но в конце концов, конечно, я думаю, что это будет пузырь, который лопнет, и пострадают многие. Вот мой такой вам прогноз, неутешительный. Хаос – это считается женская энергия. Это точно. Путин предложил партнерам по БРИКС использовать цифровые валюты для инвестиций. Вот эта новость как раз в ту сторону, в которую я говорю. Цифровые валюты, но не криптовалюты. Это разные все-таки вещи. Цифровая валюта и криптовалюта. Криптовалюта – это цифры на экране, за которым стоит хаос. А цифровая валюта – это типа рубля, или типа иены, или типа юаня, или типа доллара, но она находится под контролем одного центрального банка. То есть эта валюта не в чемодане, а она в виде цифры, в виде записи в одной конкретной точке. Не из банка в банк она переезжает, а она в одном центральном хранилище находится эта цифра. Фактически какой-нибудь Центробанк России будет эту цифровую валюту иметь. И, конечно, это хорошо.
Централизация управления деньгами, она дает гарантию стабильности. А это самое главное, это все, что нам нужно. Это стабильность в этом. Почему мы вкладываем, почему мы эти деньги тут же не превращаем в товар? Ну, наверное, одна из причин, что у нас их просто недостаточно, чтобы сразу превратить в товар. Ну, например, человек копит деньги на квартиру. Но в остальных случаях мы все-таки пытаемся как-то оттянуть момент оплаты по векселю, потому что нам так комфортно. Но нам будет совершенно некомфортно, если мы будем знать, как это было в 90-е годы, что через месяц ты по этому векселю получишь в 2 раза меньше товаров. Просто в 2. Я помню эти времена дикой инфляции, когда абсолютно нет никакого доверия тем бумажкам, которые у тебя в руках. Но вот биткоин и криптовалюты нам предлагают ровно то же самое. 90-е годы. Кто выигрывал в этих ситуациях? Только бандиты. Кто выигрывает на рынке биткоина? Только бандиты. Ну, все остальные страдают, все остальные являются как с МММ, все остальные являются пищей для бандитов. Вы так или иначе отдаете им свои капиталы, и они на вас наживаются. Ну, пока он идет вверх, как МММ, пока МММ рос, всем было хорошо. Всем казалось, что они все, как Леня Голубков, все богатеют. Но когда все пошло вниз, то все поняли, кто заработал. Точнее, мы так и не поняли, кто заработал, но это точно были не те, кто вкладывал в МММ. Власти Австралии рассмотрят запрет подросткам пользоваться соцсетями. Мне кажется, тут 2 вопроса. Во-первых, Австралия – это страна, которая за либеральные и демократические ценности? Или это авторитарная и человеконелюбивая страна? Если она за либеральные ценности, то она должна быть за свободу. Любой подросток должен иметь возможность читать социальные сети, пить водку, курить анашу и делать все, что может любой другой человек. Не должно быть никаких ограничений. Это идея либеральных свобод и либеральных ценностей в обществе. Свобода каждому, каждый имеет право делать что угодно. И тут вдруг Австралия говорит: нет, мы ограничим подростков, мы им не дадим возможность идти в социальные сети. Мое отношение к этому так и должно быть. Я не за либеральные ценности, я как раз за ограничения. Но я бы тогда пошел бы дальше. Почему только подросткам должен быть закрыт вход в социальные сети? Давайте закроем туда вход шизофреникам с диагнозом шизофрения, которые массово комментируют все подряд, которые пишут тонны комментариев и тем самым приводят, дестабилизируют жизнь в этих социальных сетях. И себе вредят, и остальным участникам социальных сетей. Давайте запретим еще кому-нибудь, еще каким-то категориям граждан то или иное. Давайте запретим голосовать людям без высшего образования, допустим. Давайте запретим и так далее. То есть давайте идти по этому пути дальше и вводить больше запретов для разных категорий граждан. Давайте женщинам запретим голосовать. Мы это проходили. Давайте тогда возвращаться обратно туда, откуда мы пришли. Вот возникает вопрос, где эта грань? Почему мы останавливаемся на подростках? Почему мы им запрещаем, а остальные категории для нас как будто бы табу? Вот женщинам ничего запрещать нельзя. Или, не знаю, пенсионерам ничего запрещать нельзя. Вот такая моя реакция на эту новость. Как будто с одной стороны хорошо, мы защитим подростков и защитим социальные сети одновременно, потому что страдают обе стороны. Но с другой стороны, по какому пути мы в итоге идем? По пути либерализма или по пути жесткого тотального контроля над нашим поведением? Я не могу найти ответ, что хочет Австралия. Может быть, твои подписчики найдут ответ Может на этот быть, вопрос. нам кто-то ответит, да. Будет интересно. Но от подростков к OnlyFans. OnlyFans сильно опередил Apple и Google по доходу на сотрудника. Да, интересная новость. Действительно, OnlyFans. Мы все знаем этот веб-сайт. Наверное, не все им пользовались, но все его знают. И действительно суперприбыльная, видимо, бизнес-модель. Я думаю, что если бы мы сравнили OnlyFans не с Google, и не с Apple, а, допустим, с картелем Пабло Эскобара, или кто там сейчас вместо Пабло Эскобара, то, наверное, OnlyFans бы проиграл. Я думаю, что в картелях еще выше доходность на одного сотрудника. Потому что они продают товар, который еще более востребованный, еще более маржинальный, чем порнография, которую продает OnlyFans. И так, наверное, во всем. Мы завершаем наш выпуск, и, наверное, на этой ноте я бы его... этой мыслью, может быть, и стоит, так сказать, в финале ее иметь, эту мысль. Что так, наверное, во всем. Если вы делаете что-то
ценное, что-то хорошее, что-то нужное людям, то у вас будет низкая маржа. А если вы делаете то, что разрушает их жизни, то, что легко ими потребляется, то, что убивает их, но при этом действует на них сильно, на их нервную систему, на их чувства, то вы будете в прибыли. Ты хотел закончить, и мы закончим налогом на бездетность. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России стоит ввести налог на бездетность, как это было во времена СССР. Что скажешь об этом? Я думаю, что это очень грамотная мысль. Я бы такой налог поддержал, и более того, я бы даже нашел бы объяснение ему, но не классическое, которое наверняка звучит как «давайте накажем тех, кто против семейных ценностей, давайте их заставим рожать, давайте их вернем в семьи, давайте наказывать холостяков и разведенок обоих полов, видимо, там же не указано, кого мы будем штрафовать, мужчин, да, или женщин. Давайте мы всех этих child-free, давайте мы их накажем. А я бы посмотрел на это с другой стороны, через позитивный такой ракурс. Ну, есть люди, которые занимаются творчеством, работой, создают продукты, товары, услуги, делают то, что они делают. А есть люди, которые готовы посвятить себя семье, детям, выращиванию детей, то есть созданию новых ресурсов трудовых, новых рабочих рук. У тех, кто не имеет детей, у них больше времени, у них в итоге получаются большие результаты, они могут добиться, видимо, большего. Так давайте заставим их поделиться тем, что они создали, с теми, кто в это время занимался пополнением рядов нашего государства или, может быть, планеты в целом новыми людьми. И это будет справедливое распределение ресурсов. Хочешь ты быть всю жизнь инженером? Замечательно, занимайся этим. Мы тебя освободим от деторождения, от развития детей, от их воспитания и инвестиций в них, которые занимают не 1 десяток лет. Но ты за это заплати тем, кто вместо тебя будет иметь 5 детей или 10 детей и будет заниматься их развитием и воспитанием. Получится вполне себе сбалансированно. Человек будет тогда осознанно выбирать. Если он child-free, то будь тогда эффективным. Будь тогда производительным, создавай тогда деньги, создавай тогда товары и услуги и делись этим с теми, кто рожает детей. А вот если ты и child-free, и бездельник, ну тогда у тебя уже проблема, потому что ты и заплатить не можешь, и не рожаешь. Вот это уже, конечно, тунеядец. Так что я за этот налог выступаю 2 руками. Егор, отличный получился разговор. Спасибо за твои развернутые ответы. Уверена, комментаторы будут в восторге. Расскажи, пожалуйста, какие ты последнее время смотрел фильмы или сериалы, что ты рекомендуешь своим подписчикам сейчас? Да, я посмотрел сериал We Crashed, называется, об истории стартапа, многомиллиардного стартапа WeWork, о котором наверняка многие слышали. Это стартап для организации коворкингов. Он занимался организацией коворкингов и вышел на IPO. Там была скандальная история с его фаундером или кофаундером. В общем, сериал снят, по-моему, Apple его снял, и несмотря на то, что это Apple, и то, что это Америка, и то, что это, безусловно, фильм в формате пропаганды, там многие классические темы пропаганды, типа феминизм, типа капитализм, типа психология личности и потерянность личности, ее, значит, одинокость, эти все темы вроде бы показаны не совсем черно-бело, не так, как привык я это видеть. Я бы рекомендовал его посмотреть. Он достаточно динамично снят, и Джаред Лето играет неплохо. Ну и вторая героиня, вот женщина, тоже очень мне понравилось, как играет. Энн Хэтэуэй. Все, спасибо, пока-пока.